Всем огромный привет! Я вас приветствую в новом вязовлоге, в моем двухнедельном вязовлоге. Меня зовут Катя, и канал мой называется «Уютный мир игрушек Амигуруми». Хочу начать с того, что я связала медведя. Да, я связала мишку Винни-Пуха наконец-то по мастер-классу по образу мишки Паддингтона в небольших изменениях на мордочке. Мордочку я немножко изменила. Вот. Сейчас я вам покажу для сравнения медведя первого. Так, шапочку в сторону. Вот. Вязала вот этого мишку также пряжа Yarn Jeans, крючок номер 2 китайский. Винни-Пуха я вязала крючком 2,25 кловером, но соотношение размера у них одинаковое. Но по размеру игрушки видно, что как будто здесь явная разница в крючках на целый, либо даже на 1,5 размера. Вот. Меня радует, что я наконец-то его связала, потому что это очень долгий процесс. Я очень сильно расстроилась в этом плане, что я не успеваю связать и выпустить мастер-класс. Вот. Я обещала его выпустить еще в начале осени. Об этом я многократно говорила и летом, но уже последний месяц осени идет, и я до сих пор его не сделала. Но так как заказы идут, поэтому приходится чем-то жертвовать. И получается, хотя бы мишку я уже связала, мастер-класс я проверила, и осталось его напечатать, еще одного медведя связать и начать хотя бы искать людей для тестирования. Вот. Я помню, что я обещала сделать тест и выберу 3 девочек для этого мастер-класса. Но пока вот все в ожидании. Давайте я это все уберу в стороночку пока. А дальше я с прошлого вязовлога рассказывала, что я вяжу на заказ игрушки маленькие. В прошлую пятницу я выпускала вязовлог, и там у меня было 3 мишки связанных. И буквально за суббота, воскресенье, понедельник, вторник я связала полное количество, точнее извязала 4 мотка, и у меня получается 18,5 таких вот маленьких мишек. С заказчицей мы договорились, что вышивать глазки и мордочку будет она сама, чтобы по игрушкам, по фотографиям, как она выставляет в магазине, было все одинаковое. В общем, здесь все мишки одинаковых, 18 штучек. Теперь мне осталось связать таких оленят, они будут в паре. Вот таких вот оленят меня ждет связать 18 штучек. По поводу мастер-класса. Девочки, мастер-класс этот не продается. Это индивидуальная работа автора. Чтобы не повторяться, она мастер-класс этот не продает, нигде не печатает. Она его буквально напечатала только для меня. Так было у нее в ее использовании. То есть не просить мастер-класса на мишек и оленят нету. Это индивидуальная работа для магазина собственного. Поэтому я только вяжу и отдаю заказ. Так, дальше. А дальше я еще начала один заказ, один процесс. Это постоянный заказчик, который у меня заказывает погремушки. Мне нужно связать 10 погремушек, 8 зайчиков и 2 медведя. Я пока начала, но сказала, что заказ этот будет выполнен не в скором времени, потому что у меня на первом месте стоят маленькие малыши, а потом же все остальное. Поэтому я вяжу по мере возможности, чтобы сильно прям не затягивать. Там, если остается у меня часика 1,5-2 до сна, то я вяжу другой заказ. Вот. И хочу начать с покупок. Как раз таки вот эти вот колечки сейчас пригодятся. Я в основном использую колечки диаметра 55 миллиметров. Я изначально заказывала в магазине. На сайте было написано, что это 60 миллиметров. Но когда они пришли по размеру, они 55 сантиметров. Вот так вот у меня получается. Но уже как бы возвращать я не собиралась, потому что это магазин Урал, это находится далеко от Краснодара, и я решила их оставить. Но в принципе
смотрится хорошо. Маленькое колечко и сама погремушка. Но недавно я поставила для себя цель, пока не буду говорить какую, чтобы не сглазить, либо потом, чтобы у меня вдруг не получится. Я уже все наговорила, но я к этому стремлюсь, к этому иду и потихонечку закупаю товар для всего, что я задумалась. И сейчас вам покажу. Начну, наверное, с того, что я нашла для себя новые буковые колечки. Такие колечки я закупать больше не буду. Я их израсходую. Ну, у меня там в порядке еще 30 штучек есть. Я их израсходую вот на такие вот заказы. И все. И для себя я нашла новые колечки. Новое качество. Нашла я на Алиэкспресс. И это просто, знаете, разница между небом и землей. Это настолько качественное дерево, качественная шлифовка. В общем, это настолько восторг у меня, что я на такие колечки даже уже не хочу смотреть. Здесь, получается, я взяла большие, здесь 7 сантиметров, а здесь 55. Но здесь, смотрите, какая толщина. Сейчас фокус не ловит. Толщина колечка и сам размер. Вот. Может быть, с таким размером я немножко психанула, так сказать. Надо было взять 65, может быть, немножко поменьше. Но я еще буду пробовать и обязательно закажу еще других. Я ждала, пока придет первая партия, посмотреть качество. Мне очень-очень нравится. Они все, я заказала 50 штук. Они продаются упаковками. Кому интересно, я, конечно же, оставлю ссылочку. Но это просто нереально качественные колечки. Супер. Вот, это для моего будущего проекта, к которому я очень-очень сильно стремлюсь. К нему также я закупаю всякую деревянную фурнитуру. Она у меня пока лежит, не используется, потихонечку собирается. Это также и бусинки я покупала, обычные буковые, также и можжевеловые покупала. Можжевеловые вот такого вот формата. Пока жду скидку. Я их покупала изначально за 220 рублей пакетик. Но пока они сейчас дороже стоят. Ну, так, прям не сильно срочно. Мониторю. И какая-то хорошая скидка я покупаю. Так, и еще заказала деревянные бусинки. Точнее как, я изначально думала, что это деревянные клипсы для держателей пустышек, либо для грызунков. Я когда увидела скидку, как раз такая были скидки, вот 11 числа, я от радости, что хорошая скидка, и как раз таки мне нужны были сердечки, звездочки, заказала по 2 упаковки. То есть в одной упаковке 5 штучек. Думала, 10 держателей сердечек будет, и думала, будет 10 держателей звездочек. Но когда я получила посылку, я щупаю и понимаю, что чего-то не хватает. Потом пошла в интернет, ну, на Алиэкспресс, и смотреть описание. И там было написано четко, было написано черным по белому, что это деревянные бусины. А я, видите, прошляпила этот момент, но ничего страшного. Единственное, что меня радует, либо продавец ошибся, либо он сделал мне подарок, потому что я заказывала по 2, и вот это третий, точнее 5-й пакетик, но 3-я звездочка мне пришло в подарок. Это также будет у меня использоваться для держателей для пустышек. Я повторно заказала уже клипсы, внимательно почитала, посмотрела, и вот жду доставочку. Вот так вот пусть лежит. Но здесь, конечно, вообще такая разница вообще крутая. Когда я заказывала на Урале, я некоторые буковые колечки шлифовала сама, потому что бывало здесь плохо отшлифовано, либо вот здесь какие-нибудь засоры, и мне пришлось наждачкой самой шлифовать, а как бы это не очень, так сказать, правильно. Если ты заказываешь товар, да, то тебе хочется получить его качественным, и чтобы не тратить время на другие какие-то там моменты, да, вот шлифовки. То есть это не очень приятно. Так что я нашла для себя магазин, и теперь все. Я буду заказывать только там. У меня сегодня, кстати, уже
среда. Я несколько дней не снимала, потому что сегодня среда. Я вязала в основном маленьких мишек, чтобы не повторяться, особо не снимала. Но хотя бы рада, что медведя закончила. Так, ну ладно, я пойду дальше вязать. У меня впереди погремушки и оленята. А как насобирается определенное количество одинаковых игрушек, я обязательно это сниму. Пока каждый день подключаться не буду. Так что до связи и до следующего включения. Всем привет! Небольшое подключение. Решила немножко отдохнуть от вязания. Вышли погулять. Сегодня погода очень-очень шикарная. В Краснодаре ветра нет, просто идеально. Отдыхаю от быстрого, скорого вязания. Устала немножко уже от постоянного однотонного оттенка того бежевого и светлого. Поэтому решила отдохнуть и прогуляться. Мне осталось связать 2 моточка. Я это вам все покажу в вязовлоге. Сейчас просто наслаждаюсь прогулкой. Моя семья. Старшая заболела, поэтому гуляем в меньшем составе. Там мелкая сидит. Так что вот так вот. Пойдем. Дальше гулять. Дальше гулять идем. Там дальше находится небольшой стадион, а за ним парк Галицкого, ну, парк Краснодара, самый основной. Там в основном занимаются, ну, тренируются футболисты, юниор. Туда дальше все основная. Дальше уже основной парк находится и сам стадион. Мы здесь рядышком живем. Погода прям реально шикарная. Шикарная. Надо покраситься. Так, что вам еще рассказать? Вот, мне осталось связать 2 моточка. Это примерно 8-9 оленят, и будет заказ готов. Связано, также повторюсь, 2 погремушки. В общем, все покажу вам на рабочем столе. Пока прошла целая неделя. Сегодня, кстати, понедельник уже 2-й недели пошел. Кто заметил, снимаю сейчас 1 влог в 2 недели. Потому что, чтобы не повторяться с повторами, я в основном 1-ю неделю вяжу заказы. И там 2-ю неделю захватываю, а остальные дни я вяжу свои хотелочки. Но эта неделя прям будет просто однотипного. Все, у меня не один цвет, причем погремушки светлые с цветными воротничками и мишки до оленята тоже практически все одного оттенка. В общем, такая неделя однотонная и одинаковая. Так что вот так вот. Заказала еще несколько деревянных фурнитур на Алиэкспресс. Жду, прям очень жду и хочу уже воплощать свои идеи уже наконец-то. И обязательно тоже расскажу, куда я готовлюсь. Я хотела, конечно, это все сделать ближе к Новому году, к новогодним праздникам, но, к сожалению, не получилось. Поэтому буду готовиться к 8 марта. Так что вот так вот. Вот. На чем я там остановилась? В общем, все хорошо. Сейчас погуляем и пойду опять вязать. Встретимся с вами же позже. Всем привет! Новое подключение. Сегодня четверг. Завтра уже пятница, конец 2-й недели моего вязовлога. И я хотела показать, что я успела связать на этой неделе. Вообще, что я успела связать за 2 недели. И потихонечку подвести итог этого вязовлога. Ну, я так смотрю со стороны, что у меня тут лежит не особо прям и много всего, что я успела сделать. Так, ну ладно. Давайте начнем. Я на данный момент успела только связать 2 погремушки. Я довязала 2-ю и все, больше пока погремушек вязать не начинала. В комплекте, там, я повторюсь, 8 зайчиков, 2 мишки пополам. Там 2 мальчика в голубых воротничках, зелененьких, розовеньких. В общем, чтобы было одинаково мальчиков и девочек. А мишек должны быть такие телесные оттенки, чтобы можно друг мальчику и девочке. Вот.
Больше новых процессов я не начинала. Дальше у меня целая корзина мишек и оленят. Я мишек успела связать 18 штучек, а оленят я связала только, по-моему, если не изменяет память, 12 или 14. Сейчас посчитаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, только 12 штучек я успела связать. Вот, 13 я довязываю. У меня осталось чуть-чуть. 13 и еще один моток. Вот. Не получается у меня повязать быстро. В среду я была на матче. Я практически весь день проработала на футбольном матче, когда был Краснодар, Локомотив играли. И потом долго отсыпалась, потому что пока кассу посчитали, пока пришла домой, и получается целый день я потеряла и ничего не вязала. Вот. Так что я буду сегодня заканчивать, и рассчитывала, что закончу за 2 недели этот заказ, но скорее всего буду вязать до воскресенья. Хотя завтра пятница, хотя может быть и в субботу я уже девушке отдам заказ. В общем, вот так вот. Так, что у меня еще? У меня, знаете, еще когда бывает, вяжешь, и тебе в голову взбредет одна хотелка, хотя у тебя заказы горят, но тебе нужно срочно, прям срочно связать, попробовать, испробовать и посмотреть, что у тебя вообще получится. Ну, это обычная игрушка. Сейчас я покажу. Я вяжу жирафика. У меня есть одна задумка. Пока связала только мордочку, обычная классическая мордочка, ушки. В общем, спящим в таком варианте. Эта игрушка будет для маленького ребенка. Вот. Уже покажу, когда будет полностью результат. Просто вам показываю, что я вязала. Мне надо было срочно связать и посмотреть, как будет выглядеть большие ушки на жирафике, потому что я в основном вяжу маленькие. Так вот. И в принципе, что? Все, что я хотела вам показать сегодня. Завтра пятница. Завтра будет также все однотонное, однотипное. Все оленята. В принципе, я и говорила, что вязовлог получится таким вот однотонным и однотипным, но что поделать, какой заказ пришел, на то и написала. Вот, тоже думала, что буду больше снимать, но чтобы не повторяться, как бы не особо интересно смотреть постоянно одинаковые игрушки, тем более в течение всего подключения, поэтому стараюсь подключаться, когда уже что-то навязала. Так что вот так вот. Немножко как раз таки и разбавила вам оттенки таким вот миленьким жирафиком, миленькой мордашкой жирафика. Так что вот так вот. На этом пока буду отключаться. Посмотрим, что у меня будет завтра утром. Либо, может быть, не буду показывать, что отсвязала. Просто загружу тот вязовлог, что у меня получилось. Поэтому на всякий случай всем говорю спасибо за просмотр. Кстати, нет, не спасибо. Подождите. Это, скорее всего, будет такой мини-отчет для моих постоянных зрителей, которые смотрят видео до конца. В понедельник будет пост о тестировании таких вот мишек. Мне нужно будет 3 человека, 3 девушки, которые будут вязать. Одна девушка будет вязать Винни-Пуха, другая девушка будет вязать Паддингтона, а третья девушка будет вязать мишку Умку, то есть в белом оттенке. Вот так вот. Потому что утяжелять мастер-класс я не буду. У каждого медведя будет свой аксессуар. У Паддингтона будет шапочка. У медведя Винни-Пуха будет обычный шарфик, чтобы сильно не утяжелять. А Умка беленький тоже будет шарфиком, но плюс у него еще есть добавочные пятнышки на ножках. Поэтому вот так вот. Кто досмотрит это видео, проходите по ссылке. В понедельник, повторюсь, в понедельник будет рано утром пост о начале тестирования. И до пятницы целую неделю я буду смотреть, кто захочет участвовать, и выберу 3 девушек. Вот. Хоть даже если 3 человека все будет участвовать, поэтому все будут 3 и тестировать. Поэтому как бы особо я не расстроюсь, если будет мало людей. Мне даже будет проще выбрать. Но главное, чтобы мне протестировали и посмотрели все мои ошибки и все мои неправильные высказывания, например, в мастер-классах. Так что вот так вот. Все, теперь точно все.
И либо до завтра, либо до нового вязовлога. Все, заранее всем говорю до свидания. Всем пока-пока. Я же вам забыла показать, я наконец-то забрала свой стеллаж маленький, у меня был большой. Маленький я давала ребенку на время, пока мы не купим ей большой компьютерный стол. Вот. Компьютерный стол уже стоит у ребенка, и я наконец-то забрала свой стеллаж и уже расположила все свои вещи, как мне удобно. Ну, конечно же, здесь еще надо сделать такой порядок, определить моменты, перебрать пряжу, потому что здесь у меня бардак в пряже. У меня пряжа вот здесь вот, внизу упаковки пряжи там лежат, потом за дверью, в шкафу. В общем, у меня пряжи дофига, нужно как-то красивенько определить, и чтобы было все уютно и прикольно. Вот, по поводу фотофонов. Я купила новые фотофоны, таких вот телесных оттенках. Один вы уже могли заметить в вязовлоге, который я вот снимала. Это телесные оттенки. Немножко надоело уже дерево, которое у меня было до этого, и решила разнообразить и попробовать что-то новое для себя, потому что иной раз, точнее, как бы для меня это оттенки как бы красивые, любимые пряжи, но чтобы использовать их в фотографиях, я не рассматривала, но как-то немножко поменяла свое мнение, и вот захотелось мне купить. И один оттенок я повесила на стенку, чтобы вот эти вот некрасивые обои у меня не висели. Обои еще висят с прошлых хозяев, мы еще пока не успели сделать ремонт, поэтому наслаждаемся пока тем, чем есть. Вот. Здесь у меня стоят мишки, смотрят на всех сверху, здесь мои записи. Здесь я расположила корзиночки для работы. Потом здесь у меня всякая мелочевка. Мой маленький комодик с всякой мелочевочкой. Вот мишку, которую я вязала. Один из мишек, который я вязала с плюша. А здесь у меня такие вот пластмассовые контейнера из фикс прайса, корзиночки с крышечками. Здесь у меня, как видите, буковые колечки. Здесь у меня вообще вся деревянная фурнитура. Так, да, здесь у меня деревянная фурнитура, бусинки. Это все к новым процессам моим хотелкам новым. Внизу я пока сложила все свои игрушки. Такие вот маленькие пакетики, они лежат у меня. Потом второй контейнер. Здесь мои глазки, все мои запасы, которые я так стремительно боялась, что я останусь без глазок. Заказывала, и в итоге мне пришло вот такое большое количество. Теперь я вот довольна, и все у меня теперь есть. То я переживала один момент, у меня было совсем не было глазок. Спасибо Кристине, мне выручила. Так, дальше поехали. Что у меня здесь лежит? Здесь у меня лежит также бусинки. Здесь у меня деревянные кольца, грызунки, но пропитанные льняным маслом. Вот. Как бы изначально я хотела тоже делать, но льняное масло оставляет пятна. Я как-то оставила льняные буковые колечки и положила сверху обычные. И видите, как они покрасились. То есть у них неприятный запах вообще у льняного масла. И плюс... Так, отвлеклась. Они оставляют пятна. Я как-то делала на буковом кольце, пропитанном маслом, погремушку, и упаковывала в крафтовую бумагу, и вот эти вот буковые кольца пропитали маслом бумагу. То есть и это очень некрасиво смотрелось. И поэтому я убрала сюда, сложила все, что есть, в долгий ящик, и надо что-то делать. Я, может быть, замочу водой с детским стиральным порошком. Ну, сильно замачивать, конечно, не буду, потому что это дерево по максимуму, чтобы убралась пропитка. И там посмотрим, что вообще будет. И так просто жалко. Я испортила, считайте, грызунки буковые. У меня тут лошадка, пончик, звездочка, вот, сердечко, еще лошадка. Вот. Я их и на солнце, они у меня были. Ну, может быть, если в духовке их еще пропитать. Ну, в общем, посмотрю, попробую их реанимировать. Хотя бы грызунки реанимировать, а буковые не так сильно жалко, как грызуночки.
Вот. Так что здесь вот у меня такая корзиночка. А последняя, четвертая, здесь в основном тоже еще у меня буковые колечки есть. Большие, это примерно 10 сантиметров. Здесь такая пластмассовая фурнитура. Из этих я делаю погремушки для гремелки для погремушек. Здесь вот такие вот у меня лежат. Вот такие вот лежат контейнера. Держалки, в общем, для подвесок. В общем, много всего. А у меня еще здесь это грызунок. Здесь я просверливала дырочки. Хотела сделать грызунок и к ним прицеплять всякие развивашки. Но что-то идея-то у меня затихла, либо что-то отвлекло меня. В общем, тоже ушло на задний план. Все мои хотелки, которые я хочу, все уходит на задний план. В общем, вот такие вот лежат. Тоже одно время закупала. Вот такая вот погремушка. Это мне Кристина дарила. Еще вот таких вот она мне подкинула. Так что вот. В принципе, все мои запасы. Вот так вот мой рабочий стол. Мой рабочий стеллаж. Вот так вот здесь я работаю. А здесь у меня, ну, в принципе, как обычно, пряжа. В принципе, здесь ничего не меняется. Везде солянка. Здесь у меня Газал джинс, там один оттенок. Ну, в принципе, вот такой вот у меня рабочий стол. Везде творческий беспорядок, в принципе, как и должно быть. В общем, работаю, и пока все устраивает. Все, пойду дальше работать.